Говорят, 2 первых года эмиграции самые сложные. Проверим, так ли это? Это я 2 года спустя после переезда в Израиль. Как в этой новой стране жить и не сойти с ума? За это время мои ощущения сильно изменились. Потому что все настолько другое, непонятное. Это, ребят, для меня большой стресс. Ну, это же нервный смешок. Первый и главный фактор стресса – это, конечно же, финансы. Непонятно, что мне тут делать, где мне тут брать деньги. За счет того, что мы всегда жили достаточно экономно, брали вещи из дропбокса и так далее, мы отложили деньги. То же самое и здесь, то есть как бы можно потратить все сразу, а можно взять бесплатную еду, можно воспользоваться какими-то штуками, и, соответственно, тех денег, которые у тебя есть или которые ты получаешь, ты их просто тебе на большее время хватит. Супер какое-то дешевое жилье снять. Или максимально там, не знаю, объединиться с кем-то, снять на двоих, на троих квартиру. То есть первое время, мне кажется, вот ты переезжаешь в новую страну, у тебя еще вообще непонятно, не настроена жизнь, постарайся реально жестко экономить. Если получается решить финансовый вопрос, например, найти работу, причем желательно работу нормальную какую-то. Идти работать, мыть подъезды, я не хочу. Ощущение, что ты просто вне жизни, у тебя и той жизни, которая у тебя была, нету, а той, которая у всех тут есть, у тебя ее тоже нету, потому что ты как бы еще не туда и не сюда, ты как в межвремени каком-то завис, тоска, я не знаю, грусть, печаль, что это все очень сложно. Конкретно сейчас я, например, вообще не могу понять, что да как. Если тебе удается в новой стране найти такую работу, причем, в принципе, даже не очень важно, какая там будет зарплата, потому что, в принципе, минимальная зарплата в любой стране первого мира, она покрывает твои финансовые проблемы. В Израиле, например, минималка такого размера, что ты уже на нее можешь спокойно арендовать квартиру, и ты не будешь страдать. Здесь, например, в Израиле дают бесплатные продукты. Есть рынки, на которых все дешевле. Я не хотела искать работу, хотя у меня были такие возможности, мне уже предлагали прикольные вакансии, была возможность и по специальности пойти работать. У меня была другая ситуация, связанная с тем, что я последние уже больше 10 лет блогер, и я привыкла жить на блогерство, и заниматься только блогерством, в общем, нигде не работать, я уже давным-давно нигде не работала, и из-за переезда в Израиль я столкнулась с дополнительным стрессом, связанным с тем, что я очень боялась, что я не смогу на блогерстве выехать, и мне придется идти куда-то работать. Хочу заниматься тем же, чем и раньше, то есть вести блоги. Монетизацию у меня отключили, почти всю. Что мне надо сделать? Мне нужно переформатировать свои блоги. Чтобы мне переформатировать свои блоги, во-первых, мне нужно время, много времени. Во-вторых, мне нужен контент, много контента. Даже если ты блогер, это тоже не так все просто, взять, переехать в другую страну и продолжить быть блогером. В Израиле многие люди считают, что невозможно быть блогером full time. Это невозможно, знаете, нельзя полететь в космос, невозможно прилететь на Луну, невозможно, это не работает, нужно обязательно где-то работать, а блогерство может быть как хобби, потому что по-другому, невозможно, просто невозможно. У них в голове не складывается, что можно быть блогером, и все равно тут не приживешься. Ты не делаешь, как все, ты в Ульпан не пошел, на работу, за бабушками ухаживать не пошел, ничего такое делать не пошел, или там даже программистом, или еще кем-нибудь. Я не говорю, что обязательно, не знаю, на какую-то работу не пошел, сидишь, хочешь там снимать видео, значит, все. Я хочу быть блогером. Поэтому, видите, в моей конкретной ситуации мне приходится сначала стать блогером, который может здесь себя как-то обеспечивать. Мне приходится тратить на это абсолютно все свое время, все свои силы. Первый год самый сложный прошел, и как только финансовый вопрос разгладился, сразу жить стало намного проще и намного легче. А второй фактор стресса во время переезда – это, конечно, то, что происходит в новой стране, то, что тебе непонятно, из-за того, что тебе это все непривычно, ты язык не знаешь местные какие-то культурные особенности. И, соответственно, ты не можешь самые базовые вещи делать так, как ты раньше их делал. Куча маленьких непонятных дел. Просто, не знаю, какую-то карточку пополнить, куда-то приехать. То есть то, что кажется тебе в твоей стране очень понятным, в новой стране, оно тоже, наверное, очень просто.
Но пока ты этого не знаешь, оно тебе кажется каким-то очень сложным. То есть мы вот недавно шли, нам нужно было пополнить карточку, ну, типа эту Равкав, короче, типа тройка московская. И у нас деньги заканчиваются, нам надо ее пополнить. И мы что-то прочитали в интернете, как это пополнить, идем пополнять. И что-то у нас никак не получалось. Мы шли, что-то в одно место пришли, в другое, не знаю, не выходило. Мы на это столько сил потратили. То есть, казалось бы, супер маленькое дело, супер простое. Потом, когда мы уже разобрались, оказалось, что все очень просто. Можно было вообще никуда не ходить, просто к телефону типа приложил, ну, элементарно. Но, чтобы это понять, тебе пришлось там типа сходить на другой конец города, что-то у кого-то там спросить, потом прийти обратно, потом что-то еще куда-то прийти. То есть сделать кучу лишних шагов, которые... Ну, не то, что лишнее, но ты пока пытаешься разобраться, ты вот делаешь какие-то шаги. Это даже не столько языковой барьер, то есть у меня были истории, когда рядом со мной сидит тоже человек, который переехал в Израиль, свободно владеющий ивритом, то есть у него нет языкового барьера, но мы тоже вдвоем, как два барана, пялимся в какое-то приложение или куда-то и тоже не понимаем, что делать. Делать все поэтапно. Допустим, вот у вас есть какая-нибудь одна маленькая задачка. Вы ее берете и спокойненько делаете. То есть не пытайтесь сделать много задач сразу, типа и проездной оформить, и паспорт оформить, и то оформить, и еще что-нибудь оформить, а потом еще что-нибудь. И тогда начинают реально разбегаются глаза, становится очень такое ощущение, что ты вообще какой-то тупой, ничего не понимаешь, и слишком все сложно. Но когда ты берешь какую-нибудь одну маленькую задачку, типа сегодня я выполняю проездной, вот прям вот у меня сегодня дело. И сначала потихонечку читаешь там в интернете, можно в каком-нибудь чатике спросить там что-то кого-то, приходишь все это дело и не торопись. Когда начинаешь торопиться, начинаешь реально паниковать очень сильно, потому что кажется, что ты все неправильно делаешь, ошибаешься и так далее. Просто спокойно идешь и пытаешься сделать то, что тебе нужно. Не факт, короче, что выучив иврит, у вас сразу пропадут все проблемы. Хотя да, большая часть проблем, конечно, тоже пропадет. Поэтому это такой общий фактор, связанный с новой культурной средой, с новым культурным кодом. Только недавно я впервые осилила записаться к врачу, сходить к этому врачу. Это реально было очень большой челлендж для меня, просто тупо понять, как мне это сделать, потому что я, вроде бы, да, те же самые онлайн-сервисы, тот же самый сайт, казалось бы, я тоже привыкла пользоваться онлайн-сервисами, и у меня нет проблем ни с компьютером, ни с английским языком, ни с какими-то приложухами, я всегда ими пользуюсь, но просто здесь настолько все непривычно, везде кнопочки находятся не там, все совсем как бы по-другому, что ты сидишь и такой, блин, я просто хочу записаться к врачу, почему это так сложно? Прикол в том, что это постепенно проходит. Вот надо сказать, что сейчас, спустя 2 года, я себя, в принципе, в Израиле чувствую примерно так же, как в Нидерландах. В общем, делаю многие вещи, которые я привыкла делать, и они в целом почти, практически уже намного меньше стресса у меня вызывают, чем раньше. Давайте скажем третий момент, и он достаточно специфический именно для такой страны, как Израиль, потому что все, что я говорила до этого, это было, что-то, знаете, вот куда бы ты ни переехал, в любую страну, вот куда хочешь, в Европу, в Азию, вообще куда угодно. В принципе, везде все одно и то же. Везде нужны деньги, везде нужно привыкнуть, как работают приложения, везде нужно знать как бы немножко минимально хотя бы язык, везде нужно как-то вот чуть-чуть вот попривыкнуть, да, пообжиться, чтобы тебе было норм, кайфовенько и классненько. В общем, в Израиле есть еще один такой нюансик. Он связан с тем, что Израиль очень классная страна и вообще очень прогрессивная, офигенная, но у Израиля очень сложные соседи. Страны соседние. И некоторые из этих соседних стран, они просто агрессивные, они нападают на Израиль и устраивают всякие военные действия, провокации и так далее. В общем, здесь вот есть именно такой нюанс, которого я его не ожидала. И это, в общем-то, фактор стресса. Просто начинает кричать сирена, и у тебя, типа, несколько секунд, чтобы попасть в убежище. А, естественно, эти убежища не везде. И где бы ты ни находился, конечно, есть более спокойные места, это правда. Но очень много мест в Израиле, где это тебя затрагивает, где реально часто и бывают сирены. Ты в небе постоянно видишь ракеты, которые сбивают ПВО. Это все как бы
какие-то бабахи вот такие постоянные где-то. То есть они могут быть не у тебя, они могут быть где-то, но слышимость такая, что там типа, я не знаю, там в 20-30 километрах от тебя даже что-то происходит, ты можешь это слышать из-за того, что это громко, это как бы что-то происходит, что-то летает и так далее. Если посчитать, сколько раз буквально над моей головой были ракеты, которые сбивались, ну, это, наверное, там какие-то десятки, ну, может быть, не сотни, хотя, может быть, и сотни, я уже не знаю. То есть, когда смотришь потом эти новости, там пишут что-то там 150, 300. Такое реальное ощущение, что ты живешь в каком-то боевике, который происходит вокруг тебя, где, по крайней мере, куда я могу хотя бы спрятаться, если я где-то, ну, куда-то гуляю, или где-то иду, или я на улице где-то. Потому что первое время просто был ступор, ты такой, я вообще не понимаю, что мне делать. Переехали в новый город, мы вообще никого не знали в этом городе изначально. Мы просто приехали такие, и бамс, сирены. Там я примерно начала различать типы сирен. Есть, например, всякие рекомендации службы тыла, там типа, что тебе надо делать, на какой территории, что можно, что нельзя. 10 минут сидишь, ждешь по часам, рассчитывая на то, что железный купол, он работает хорошо. Исключить этот фактор стресса, наверное, невозможно. Потому что, ну, я вам честно скажу, когда орет сирена, это прям страшно. Мы реально просто шли по улице из магазина с вещами, там, с какими-то продуктами. И мы были в таком месте, где вообще рядом нет никаких убежищ. Ну, они же не везде стоят. Ну, то есть они как бы где-то есть, где-то там они более кучно стоят, где-то менее кучно. И вот мы были где-то далеко, в общем, в том месте, где ближайшее убежище, туда, ну, не знаю, минут 4-5 туда идти. И, в общем, начинается сирена, и мы просто тупо забились в угол мусорной вот этой штуки, где, знаете, такие укрепления под мусорные баки. То есть просто там верх открытый, и по краям такие углубления, куда мусорные баки, короче, прячут, такие вот, ну, каменные. Мы просто тупо забились в этот угол мусорного проема, и там сидели, и у тебя над головой это все пымщ, и бесконечное просто пымщ над головой. И ты такой сидишь и просто думаешь, ну вот что я могу сделать? Ничего, просто, блин, сижу в мусорной вот этой штуке и как бы надеюсь, что на меня ничего не упадет с неба, потому что нет никакой, естественно, другого способа что-то сделать. Ну вот ты ждешь, потом это заканчивается, проходит 10 минут, ну и ты встаешь и идешь дальше в магазин. Я воспринимаю это просто как, знаете, как гроза. Я не знаю, гроза начинается, ты там идешь, прячешься в дом, да, чтобы тебя там молния не попала. Первый год у тебя как-то он такой репатрианский, там всякие комиссии, скидки идут, там бесплатное обслуживание по карточкам, ну там много всяких таких льгот, можно сказать. То во второй год у тебя этих льгот уже нет, и ты уже прямо такой, да, так, я за это плачу, я за то плачу, а как мне за это не платить? Может быть, мне можно поторговаться, чтобы не платить. А самый прикол, да, что здесь можно торговаться с банками. Мы, например, поторговались и там, ну, не платим за какие-то вещи. Ну, короче, это очень необычная вещь. Прикиньте, здесь можно торговаться с банком. Здесь можно торговаться в обменнике. То есть идешь менять деньги и можно торговаться за обменный курс. Ну, то есть Израиль — это вообще уникальная страна в этом смысле, очень необычная. Вот, Восток — дело тонкое. Но о всяких тонкостях Израиля я еще расскажу в следующих видео. Вот как вам кажется, что для вас самое сложное в плане переезда и жизни в другой стране?